Приветствую вас на канале Wow Nails Design. По вашим просьбам подготовила мастер-класс хрустального кокоса. В качестве подложки ноготок перекрываю плотным белым гель-лаком, просушиваю в лампе, не смотрите, что у меня здесь фонарик на видео, 30-60 секунд и перекрываю Гратол Опал 01, то есть прозрачный гель-лак с шиммером. На моем канале есть видео хрустальная экзотика, оставлю в правом верхнем углу ссылочку на это видео. Просушила гель-лак 30 секунд, сняла липкий слой и шлифовщиком тщательно зашлифовала ноготок, придав ему матовость и шероховатость. Это необходимо, чтобы простой карандаш хорошо рисовал на поверхности. Тонким простым карандашом автоматическим прорисовываю кокос. Я прорисовала сначала по диагонали направляющую и от нее уже прорисовываю овал, полукруг. Таким образом получается кокос по центру ноготка. От правого края кокоса отступила 2 мм и прорисовываю лепестки цветка. 5 лепестков. Лишнюю прорисовку вытираю салфеткой, смоченной в обезжиривателе. Эскиз, прорисовка не должны быть жирными и толстыми, необходимо оставить только тонкий контур. Вот такой вот эскиз нам необходимо. Далее будем закрашивать. Я наставляю каплю густого топа. Топ этот перемешиваю, добавляю такие вот белые блестки. Похожи они на втирку единорог. Называют их кристальная слеза. Каждая торговая марка может называть по-разному. И также добавлю небольшую горсточку жемчужной втирки, без каких-либо оттенков. Она вот такая вот белая, действительно как жемчуг. Добавила прям кистью пару горсточек и смешала этот топ с стиркой и блестками. Как альтернативу можно взять гель-лак уже с блестками. У Bloom есть такой вот горный хрусталь. Наставила пару капель этого гель-лака и для большей плотности добавила этих же блесток, и также можно жемчужной втирки добавить. То есть вот в сравнении гель-лак и топ, кому как удобно, что будет под рукой. Этой смесью получилась такая жемчужно-блестящая краска. Закрашиваю центр кокоса. Промежуточно удобно фиксировать именно фонариком. 5-7 секунд фиксирую фонариком. На палитру наставляю очень густой топ, каплю синего витража, каплю желтого витража. Придать яркости желтому витражу можно акварельными каплями неоновыми. Смешав, получаю вот такой вот бирюзовый или цвет морской волны. Рядом на палитру также наставлю каплю желтого витража и прям точку обычного оранжевого гель-лака. И композицию начинаю с раскрашивания фона. Я размешала более жидким топом этот бирюзовый, получила таким образом мятный цвет, более светлый бирюзовый, и начиная от кутикулы раскрашиваю фон. У кутикулы у меня более насыщенный бирюзовый и сходит на нет. Я растушевала, просушила 5-7 секунд. Фон у меня будет градиентом от бирюзового до лимонного, такого неоново-желтого. И от свободного края уже, двигаясь вверх к кутикуле, раскрашу сначала желтым, а затем добавляю чуть зеленого, чтобы переход градиент получился плавным. Промежуточно фиксирую несколько секунд. Затем раскрашиваю корочку кокоса такими серебристыми блестками. Просушиваю дизайн 30 секунд. И теперь коричневым витражным гель-лаком буду раскрашивать корочку кокоса. Можно его купить, можно намешать желтый, красный и синий витражи. Таким образом я получила коричневый необходимого мне оттенка и раскрасила корочку кокоса. Просушиваю 30 секунд. На палитру наставляю топ и черную гель-краску. У меня это гель-краска для стемпинга. Синий витраж, смешиваю топ с черной гель-краской и полупрозрачным черным прорисовываю тень, растушевывая, свожу на нет, таким же полукругом, как сам кокос, и промежуточно фиксирую в лампе. Далее намешиваю чуть больше черного и точно так же прорисовываю тени под лепестками цветка. Промежуточно фиксирую. В
полупрозрачный черный подмешала синего витража и таким серо-голубым прорисовываю серединку кокоса. Добавляю чуть больше черного, снизу обвожу потемнее, тем самым придаю визуальную объемность, промежуточно фиксирую. Затем беру уже еще более тонкую кисть и насыщенно черным, то есть самой прям гель-краской обвожу, делаю такой вот неровный край кокоса. А затем беру кисть для подмалевков, это круглая кисть 1,5 мм в диаметре, смоченную в топе, растушевываю этот контур. Подсушиваю несколько секунд. Кистью для подмалевков либо тонк я прорисовываю уже волоски, придаю пушистость этому кокосу. Просушиваю дизайн 30 секунд. И теперь уже могу перекрыть. Я это делаю глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Просушиваю топ половину времени, 30 секунд. И теперь белым гелем-пластилином, или он же 4D, 5D гель, набираю на апельсиновую палочку на скошенный краешек небольшую горошину и вот таким образом как бы размазываю от края лепестка к центру. Несколько секунд фиксирую фонариком. Этого достаточно, гель быстро схватывается. Таким образом по очереди делаю каждый лепесток, промежуточно фиксируя каждый элемент буквально 5-7 секунд. Вылепив последний лепесток, также зафиксировала его фонариком несколько секунд и таким желто-оранжевым раскрашу серединку. От серединки и растушевывая по центру лепестков. Таким образом цветок становится похож на магнолию. Фиксирую промежуточно. Полупрозрачным черным на месте, где лепестки соединяются, как бы заходят друг на друга, и немножко по контуру прорисовываю. Таким образом получается тени, и цветок, лепестки визуальные становятся более объемными, более живыми. Зафиксирую фонариком. И для еще большей изюминки красоты в центр цветка поставлю небольшой страз. Я это делаю на очень густые либо гель, либо топ без липкого слоя. Обваляв золотые мелкие бульонки, выложила в основание лепестков. Зафиксировала несколько секунд в лампе, и чтобы все хорошо носилось, этим же топом густым выстроила как бы бортик, хорошенько все запечатала. Просушиваю окончательно дизайн 30-60 секунд. И красивый хрустальный кокос с магнолией готов. Ну а я напомню, если это видео вам было полезным или понравилось, не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также, если впервые на моем канале, подписаться на него, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!